Смысл жизни по-японски. Друзья, сегодня мы ныряем в японский секрет долгой и счастливой жизни – икигай. Авторы этой концепции видят идеального персонажа не как успешного достигатора с дергающимся от стресса глазом, а как человека, который нашел свой персональный смысл, ту самую причину просыпаться по утрам. Это история про то, как найти счастье не в бесконечной гонке за результатами, а в созерцании утренней прохлады, в любимом деле и в умении радоваться, даже если ваша любимая чашка треснула. А я скажу проще. Для достижения счастья авторы этой книги предлагают перестать суетиться и начать, наконец, жить свою жизнь, а не чью-то чужую. Там есть конкретные шаги. Не переедать, не нервничать, заниматься тем, что нравится, и не пытаться контролировать то, что контролю не поддается. Предлагают дослушать подкаст до конца, чтобы понять, работает ли это в наших реалиях или это очередной способ продать воздух. Японцы – удивительные люди. Они предлагают вставать с рассветом, есть пустой рис и годами любоваться мхом. Я честно попробовал так жить один день. Мох на трубах в подвале ЖЭКа меня не вдохновил. А не доедать 20% ужина мне не позволила генетическая память бабушки, пережившей дефицит. Но вы оставайтесь с нами, будет поучительно и местами странно. Привет, мои хорошие! Вы слушаете наш уютный подкаст «Мы читаем». С вами сегодня я, Оля, литературный блогер, коллекционер человеческих историй и ловец инсайтов. Рядом со мной Михаил, наш строгий, но справедливый психолог, который видит неврозы даже в том, как я расставляю запятые. И, конечно, Слава, простой сантехник с душой поэта, мозолистыми руками и огромным читательским опытом. Здравствуй, Оля. Приветствую, Слава. Надеюсь, сегодня обойдемся без лишних соплей. Бонжур! Я сегодня выступаю в роли скептика, у которого икигай случается только 2 раза в месяц, в день аванса и в день получки. Сегодня у нас очередной эксперимент. Мы прямо сейчас словами воссоздадим один день идеального человека, который живет строго по системе икигай. Пройдем с ним путь от пробуждения до сна. И каждый из вас, дорогие слушатели, сможет примерить этот костюмчик на себя и решить, жмет он в плечах или сидит как влитой. Давайте только без долгих прелюдий. Конкретно, как он просыпается? Итак, утро. Наш герой просыпается сам, без будильника. В книге сказано, что икигай — это то, ради чего хочется вставать. У него внутри горит этот маленький теплый огонек. Он не думает: «О, Господи, опять на работу, за что мне это?» Он думает: «Ура, новый день, столько возможностей!» Он идет пить чай, чувствует его аромат. Он тотально здесь и сейчас. Это же так важно замедляться. Я сегодня утром пила кофе и смотрела, как луч солнца играет на пылинках. И меня накрыло такой волной благодарности миру до мурашек. Вот это и есть икигай. Оля, давай на чистоту. Если человеку нужен специальный огонек, философская концепция или пинок от Вселенной, чтобы просто вытащить себя из кровати, это либо депрессия, либо астения. Здоровый человек встает, потому что выспался. Точка. Мое правило номер 1 – делать только то, что хочется. Если наш идеальный персонаж вскакивает с радости, потому что он хочет идти варить рис или писать код, он психически здоров. А если он себя уговаривает, что солнечный лучик – это повод не увольняться с ненавистной работы, то это прямой путь в кабинет кардиолога или психиатра. Не надо терпеть жизнь, надо ее жить. Я как-то проснулся с чувством, что мир прекрасен, полон возможностей и пахнет фиалками. Оказалось, это я просто забыл, что сегодня суббота, и мне не нужно менять унитаз у мадам с 5-го этажа. Мадам эта, кстати, обладает формами, которые не вписываются ни в один японский минимализм, и характером ротвейлера, охраняющего колбасный цех. Японцы говорят: «Найди причину встать». Моя причина обычно кот, который орет так, будто он солист Ласкала, которому прищемили хвост дверью. И если я не встану, он начнет грызть мои ноги. Вот мой утренний икигай – спасти свои конечности от хищника. Мы читаем смысл жизни по-японски. Мы читаем икигай. После пробуждения наш герой не бежит в стрессе, а выходит в свой сад. Это важные законы икигай. Вернитесь к природе и улучшите свою физическую форму. Но не через насилие в спортзале.
Он делает дарума тайса, легкую гимнастику, работает на земле. Представьте, он сажает цветы, дышит землей, практикует синрин-йоку, лесные ванны. Это такое единение с миром, когда ты часть большого живого организма. Поддерживают только в том случае, если ему это нравится. Если человек ненавидит копать картошку, но копает ради долголетия, он заработает грыжу и невроз. Но движение — это жизнь, тут не поспоришь. Главное правило — нагрузка должна быть в радость. Хочешь гулять — гуляй, хочешь лежать — лежи, но помни, что тело создано для движения. Мой сосед Петрович практикует синрин-йоку каждую пятницу, уходит в лесопарк и там сливается с природой до состояния полной недвижимости. А что касается работы на земле, я однажды помогал теще на даче. Мы достигли такого единения с природой, что комары принимали меня за своего и пытались накормить, а не съесть. Но спина потом болела так, будто я не икигай искал, а клад пиратов Линта. Слава, ну какой ты циник! Идем дальше. Наш герой идет завтракать. В книге есть правило хара-хачибу. Ешьте, пока не насытитесь на 80%. Не переедать. Это про заботу о своем теле, про уважение к себе. Ты чувствуешь легкость, ты не набиваешь живот, как мешок картошкой. Это же про любовь к себе. Это не про любовь, это про отсутствие расстройств пищевого поведения. Иногда люди едят, потому что они тревожные. Они заедают стресс, страх, одиночество. А этот японец, судя по всему, с головой дружит. Он съел столько, сколько надо организму для топлива, и отодвинул тарелку. Ему не надо доедать, потому что мама расстроится, тарелка любит чистоту, или в Африке дети голодают. Он слышит себя. Хочешь есть — ешь. Не хочешь — не ешь. Все просто. Но 80% это сложно высчитать без калькулятора. Проще так. Наелся, встал из-за стола. 80% насыщения для мужчины средней полосы – это как начать целовать красивую женщину и уйти курить на балкон ровно в тот момент, когда она расстегнула верхнюю пуговицу. Это издевательство над природой и здравым смыслом. Я люблю, когда после еды мир становится добрым, мягким и слегка расплывчатым. А если я встану голодным, я буду злым, как тот самурай, у которого отобрали катану и выдали вантус. Хотя, может, в этом и секрет их долголетия. Злые живут дольше, назло всем, чтобы испортить жизнь внукам. Ой, Слава, да ну тебя! Теперь про работу. Наш герой работает в состоянии потока. Он так погружен в дело, что забывает о времени. И здесь вступает в силу важнейший принцип – начинать с малого. Это называется кадавари. Наш герой не пытается сразу свернуть горы. Он, например, выращивает дыни. Но как? Он относится к каждой дыне как к произведению искусства. В книге описывают фермеров, которые оставляют на стебле только один плод, чтобы вся сила шла в него. Они даже шляпки на эти дыни надевают, чтобы солнце не обожгло. Представляете? Это внимание к деталям, это превращение ремесла в искусство, это совершенствование каждый день по чуть-чуть, кайдзен. Начинать с малого — это здоровая стратегия. Невротики хотят все и сразу. Миллион завтра, идеальное тело за неделю. А когда не получается, падают в депрессию. Здоровый человек понимает, слона едят по частям. Если тебе нравится протирать эту дыню тряпочкой, протирай. Главное, чтобы это не превратилось в расстройство, когда ты не можешь уснуть, если дыня лежит не под тем углом. Я, как сантехник, очень уважаю кадавари. Бывает, крутишь гайку. Можно просто закрутить, чтобы не текло, а можно с душой, с фум-лентой, намотанной по часовой стрелке, с любовным поглаживанием разводным ключом. Никто не увидит, она под раковиной, но я-то знаю, это мой один стебель, одна гайка. Правда, платят за них одинаково, но зато совесть чиста, как слеза младенца. Икигай. Смысл жизни по-японски. Мы читаем. А еще он знает секрет микропотока. Даже рутина может быть счастьем. Сам Билл Гейтс обожает мыть посуду каждый вечер. Он не просто трет тарелки, он наслаждается процессом, следует своим правилам. Это превращает скуку в медитацию. И еще один важный момент. Живи не торопясь. Это не значит лежать на диване. Это активная медлительность. Вспомните создателя Game Boy, Гунпея Йокой. Он не бегал в мыле по офису. Он скучал в поезде, наблюдал за людьми, никуда не спешил и увидел скучающего бизнесмена, играющего с калькулятором.
Бац! И идея на миллион. Спокойствие может рождать гениальность. А насчет активной медлительности – это вообще мой девиз. Я иногда так активно, медленно иду на вызов, что к моему приходу потоп уже сам высыхает. И поток — это прекрасно, если ты занимаешься своим делом. Проблема большинства людей в том, что они занимаются тем, что модно, тем, что престижно, или тем, что приносит деньги, но от чего их тошнит. И никакого потока там не будет, будет только невроз, психосоматика и выгорание. Этот ваш идеальный персонаж явно следует моему правилу – не делать того, чего не хочется. Если он моет посуду и кайфует – отлично. Если он директор банка и кайфует – отлично. Главное, чтобы он не делал это ради одобрения мамы, жены или чтобы выплатить ипотеку за квартиру, которая ему не нужна. Поток у сантехника – это когда ты ныряешь головой под чугунную ванну, мир сужается до размеров ржавой гайки на 16, и ты ведешь с ней интимный диалог, используя слова, которых нет в словаре Даля, но которые очень помогают в ремонте. И время действительно исчезает. Ты выныриваешь через 3 часа, грязный, но просветленный, с куском резиновой прокладки в зубах. Это и есть японский дзен, только с легким запахом отечественной канализации. И да, за этот икигай еще и платят, что приятно отличает его, например, от хокку. Икигай. Смысл жизни по-японски. Мы читаем. Но работа — это не все. У нашего героя есть моаи. Это не просто друзья, с которыми пьют пиво. Это племя, это круг поддержки. Они скидываются деньгами, если у кого-то беда. Они всегда рядом. И еще наш герой живет в принципе ва. Это гармония. Он понимает, что он часть природы и общества. Знаете, в храме Мэйджи служители не выбрасывают опавшие листья, а кладут их под деревья. Круговорот добра. И самое невероятное, он умеет освободить себя. Он не кичится должностью «я директор» или «я блогер». Как монахи в храме Эйхейджи, они становятся почти невидимыми, теряют эго. Это такая свобода не быть кем-то важным, а просто быть. Насчет друзей, моаи — это палка о двух концах. Если это реальная поддержка, хорошо, но часто это превращается в созависимые отношения, где все друг другу должны. Здоровые отношения — это когда тебе хорошо с самим собой, а с друзьями еще лучше. А вот освободить себя от эго — это золотые слова. Люди гробят жизнь, доказывая, что они крутые начальники. А по сути, статус — это пыль. Если ты счастлив, будучи просто человеком, тебе не нужны погоны, чтобы чувствовать себя живым. У нас в гаражах тоже есть свой муай. Скидываемся регулярно, эмоциональная поддержка колоссальная, особенно когда карбюратор перебираем. А насчет стать невидимым, я в очереди в поликлинику так умею. Стою, сливаюсь со стеной, освобождаю себя от бремени «я», лишь бы бабушки меня не заметили и не начали рассказывать мне про свои анализы. Это высший пилотаж дзен-буддизма. А вот вам пример до мурашек. Храм Иса. Его полностью разрушают и перестраивают заново каждые 20 лет. Зачем? Чтобы старые мастера успели передать секреты и технологии молодым. Это не просто стройка, это эстафета мудрости. И при этом наш герой умеет освободить себя. Как монахи в храме Эйхейджи, он не держится за свой статус. Он просто часть чего-то большего. Храм, который перестраивают каждые 20 лет. Это же мечта любого подрядчика. Вечная стройка, вечный бюджет. Но если серьезно, то умение передать мастерство – это редкость. Я вот своему стажеру пытаюсь передать секрет правильной прокладки, а он все в телефон смотрит. Видимо, его икигай – это ТикТок. Мы читаем смысл жизни по-японски. Мы читаем икигай. Какие вы все-таки приземленные! А как же философия ваби-саби? Помните, мы разбирали? Это умение видеть красоту в несовершенстве. Наш герой не стремится к глянцевому идеалу. Он любит старые чашки с трещинками. Он принимает свои шрамы и морщинки. Он понимает, что мир меняется, и в этом его прелесть. Это так отзывается во мне. Мы ведь все не идеальны, мы все немножко с трещинками. И именно через эти трещинки в нас проникает свет.
Принимать себя любым – это база здоровой психики. Невротик бежит за идеалом, колет ботокс, покупает машину в кредит, чтобы доказать соседу, что он крутой. А человек с высокой самооценкой, как этот ваш японец с икигаем, смотрит на свою старую чашку, и ему плевать, что она не из сервиза Мадонна. Ему нравится, и это главное. Ваби-саби – это просто красивый японский способ сказать «мне и так нормально, отстаньте от меня со своим перфекционизмом». Принимаешь себя – живешь счастливо, не принимаешь – кормишь пластических хирургов и психологов. У меня дома сплошное ваби-саби. Обои отклеились в углу и образовали причудливый узор, напоминающий карту Монголии, в натуральную величину. Кот подрал диван, придав ему винтажный шик и легкую небрежность. Я раньше думал, что это бардак и моя лень, а оказывается, это высокая японская эстетика. Теперь, когда ко мне придет та самая Люся из бухгалтерии, я не буду краснеть за разбросанные носки. Я скажу: «Люсьен, обрати внимание на мимолетность этого носка на люстре. Это итиго-итиэ, уникальный момент, который больше не повторится». Кстати, про итиго-итиэ. Слава пошутил, а это ведь глубочайшая мудрость. Это значит, один раз, одна встреча. Этот миг с нами больше никогда не случится. Мы должны ценить каждую встречу так, будто она последняя. А еще наш герой использует маритотерапию. Он не борется со своими чувствами. Ему может быть страшно или грустно, но он помнит: действие – причина перемен. Он не лежит и не ноет, он просто делает то, что нужно, принимая свои эмоции как погоду. Вот маритотерапия мне нравится. Это про взрослую позицию. У нас люди любят годами прорабатывать обиды и страхи, лежа на диване. А японцы говорят: боишься? Бойся, но иди и делай. Не пытайся контролировать эмоции. Это невозможно, как нельзя контролировать дождь. Просто возьми зонт и иди на работу. Перестань жевать свою ментальную жвачку. Действие – причина перемен. Звучит как тост. Я, когда вижу засор в унитазе, испытываю целую гамму чувств, от ужаса до брезгливости. Если бы я начал их анализировать, я бы сошел с ума. Поэтому я просто надеваю перчатки и действую. И, о чудо, перемены наступают мгновенно. Вода уходит, клиент счастлив, я герой. Вот она, терапия реальностью. Еще антихрупкость. Наш герой не ломается от проблем, а становится сильнее. Как в книге «7 раз упади, 8 раз поднимись». Ну а тут я поправлю. Не надо специально искать трудности, чтобы стать сильнее. Это мазохизм. Но если жизнь подкинула лимон, не надо впадать в истерику и спрашивать «за что?». Нужно решать проблему по мере поступления. Упал, встал. Не можешь встать? Лежи в направлении мечты, но не ной. Этот персонаж просто берет на себя ответственность за свою жизнь. Он не жертва обстоятельств. 7 раз упасть – это я могу. Особенно после корпоратива в честь Дня работника ЖКХ. Но если серьезно, то способность выживать там, где другие ломаются – это наша национальная скрепа. У нас вся страна сплошной икигай и антихрупкость. Трубы горят, крыша течет, а мы сидим на кухне, пьем чай и философствуем о вечном. Мы уже давно все просветленные, просто не знали, как это правильно называется по-японски. Смысл жизни по-японски. Мы читаем. И завершает свой день наш герой с чувством благодарности. Это не просто «спасибо на бегу», это ритуал. Он благодарит предков, природу, еду на столе, зажигает огонек на алтаре. Благодарность наполняет сердце светом. Благодарность полезна. Она переключает мозг с того, чего у тебя нет, на то, что у тебя есть. Это снижает тревожность. Ну что, мои хорошие, вот такой у нас получился портрет. Спокойный, не переедающий, влюбленный в свое дело человек, который ценит свои трещинки и умеет радоваться солнечному зайчику. Я надеюсь, каждый из вас почувствовал, откликается ли ему это. Может быть, вы возьмете себе привычку не доедать котлету. Может быть, вы начнете мыть посуду, как Билл Гейтс, или найдете свой микропоток в вышивании. Или вы решите оставить все как есть, и это тоже нормальный выбор, если он ваш. Главное, чтобы вы были счастливы, а не удобны для окружающих. Не хотите вставать в 5 утра и медитировать на гору Фудзи? Спите до обеда.
Икигай — это не устав караульной службы, это про удовольствие от жизни. Делайте то, что хотите, и не делайте того, чего не хотите. А если вам совсем ничего не подошло из этой системы, не расстраивайтесь. Можно просто купить новую, качественную сантехнику. Блестящий, работающий кран радует глаз не хуже, чем цветущая сакура. Я проверял, и работает надежнее. Икигай. Смысл жизни по-японски. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, нашли ли вы свой икигай или пока находитесь в поиске. Впереди у нас разбор еще множества прекрасных, спорных и таких важных книг. И помните, смысл жизни в самой жизни. И в котиках. Всем пока!